Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Дом моды Balenciaga – один из самых заметных и провокационных брендов. Его ДНК – это постоянный вызов традициям, стирание границ между высоким фэшн-искусством и брутальной уличной эстетикой. Однако что-то вдруг изменилось. Хотя почему вдруг? Ведь нынешняя коллекция осень-зима 2026-2027, представленная на неделе моды в Париже, уже вторая после дебютной от креативного директора Пьер Паоло Пиччоли, сменившего на этом посту Демну Гвасалия. Да, каждый сезон марафон показов во французской столице похож на сериал с неожиданными поворотами. Кто-то меняет работу, кто-то стиль, а кто-то пытается переписать историю целого модного дома. И задача сейчас у Пиччоли, пожалуй, одна из самых сложных в индустрии. Ему нужно одновременно уважить наследие отца-основателя марки Кристобаля Баленсиаги с его архитектурной модой, что в свое время определило элегантность середины 20 века. Также не потерять поклонников Демны, недавняя эпоха которого в бренде выделялась более мрачной уличной эстетикой и уходила корнями в молодежную культуру. При этом раскладе дизайнеру необходимо было еще сохранить и собственный почерк. В общем, если перевести все сказанное выше на простой бытовой язык, то попробуйте представить, друзья. Вас попросили приготовить, к примеру, борщ, суши, итальянскую пасту в одной кастрюле так, чтобы всем понравилось. Невозможно? Наверное. В похожей и, казалось бы, неразрешимой ситуации был Пьер Паоло Пиччоли, который сегодня в новой линейке на осень попытался угодить всем и каждому. Для этой цели он пригласил гостей модного шоу в огромное темное пространство на Елисейских полях. Вместо привычного подиума – черный ковер, вокруг темнота и большие светящиеся мониторы. Локацию, по сути, превратили в кинотеатр, где зрителям для начала предложили посмотреть видеоролик. Над ним вместе с Пьер Паоло трудился Сэм Левинсон, кинорежиссер, сценарист, актер, наиболее известен нам как создатель сериала «Эйфория». Перед собравшейся публикой на экранах один за одним мелькали кадры пейзажей Калифорнии, пустые бары, ночные трассы, молодые лица, волки и городские улицы. Со слов креативного директора бренда, основная идея заключалась в поиске света во тьме, что, по мнению Пиччоли, соответствует настоящему моменту, в котором мы все живем. Также в комментариях дизайнер отметил свое желание показать в новой коллекции современное поколение таким, какое оно есть, без идеальной картинки. Общее настроение модного гардероба было задано уже с первого выхода. Как вы наверняка успели заметить, друзья, показ стартовал с кожаной двойки из объемного бомбера и юбки-карандаш на металлической змейке-застежке, которая сливается в единую линию от низа до шеи. Далее были бушлат с мега-воротником-воронкой в паре с лосинами, кейпы, мохнатые шубы, топы и платья с асимметрией, короткие длиной до талии куртки в дуэте с джинсами или узкими брюками. Модели на фэшн-сцене напоминали героев, которые только что вышли из ночного клуба под утро и явно не собираются домой. Очень в духе Balenciaga. За отсылки к основателю дома моды здесь отвечала группа верхней одежды. В частности, пальто-кокон и кожаные бомберы с активной спинкой. О вкладе Гвасалии всячески напоминало немалое количество кожи и вывод на подиум слегка эпатажных персонажей из недавнего прошлого бренда. Что касается собственного «я», Пиччоли оставил за собой полное право добавить в коллекцию немного итальянского характера. Дизайнер это сделал через серию платьев из шелкового трикотажа и бархата с изящной драпировкой в духе одеяний римских богинь. Пусть не самую главную, но важную роль в модной линейке образов сыграла цветовая палитра, где в лидерах черный. Глубокий, плотный, почти бесконечный. Если бы не яркие вспышки алого, фуксии, изумрудного. Не менее эффектно смотрелась одежда в темном бордовом, красном, зеленом, коричневом, фиолетовом. Личный почерк Пиччоли, который мир моды помнит по его творчеству для Валентина, хорошо был заметен в сером пальто с перьями из кашемира, а также в вечерних нарядах, полностью покрытых пайетками. Сверкающий серебристый декор на черном платье в финале был очень схож с лунной дорожкой на тихой глади воды. А вот с аксессуарами дизайнер повел себя довольно сдержанно. Из ключевых моментов отмечу длинные кожаные перчатки, солнцезащитные очки в гламурной оправе, несколько моделей сумок, среди которых и знаменитая Hourglass.
Только теперь она стала мягче, словно ее специально немного смяли. Из обувного ряда внимание привлекают мюли и туфли-лодочки необычной конструкции с приподнятым мыском, модели с металлическими заклепками и сапоги с непомерно широким голенищем. Какой вывод в итоге можно сделать о новой коллекции? Основной вопрос здесь остается открытым. Удалось ли дизайнеру объединить совершенно разные эпохи? Я думаю, еще не до конца. Иногда чувствуется осторожность, будто Пичоли внимательно наблюдает за реакцией публики и пока не спешит делать слишком резкие шаги. Безусловно, он не копирует Демну и не пытается стать новым Кристобалем. Он аккуратно и постепенно подает собственный стиль. Я назову эту коллекцию условно переходным этапом к, возможно, абсолютно другому Баленсиага. Яркому, смелому, с любовью к сочному цвету, что пока скрыто под слоями черной кожи, объемных пальто и немного мрачноватой атмосферой шоу. Как тот самый свет, который, следуя основной идее показа, дизайнер искал в темноте. Приятного просмотра, друзья! Спасибо огромнейшее всем за лайки и комментарии. Удачи вам в поиске личного стиля! Смотрите на современную моду с доброй улыбкой и в позитивном, солнечном настроении.